В захваченном Херсоне по случаю Дня России, который отмечается 12 июня, россияне решили торжественно раздать местному населению российские паспорта. Как и все, что делает РФ, это мероприятие носило сугубо показушный характер и должно было продемонстрировать всеобщее счастье от прихода в Херсон российских оккупационных сил. Но, как это часто бывает у захватчиков, что-то пошло не так. Из 250 тысяч жителей областного центра получить российский паспорт выразили желание аж 23 человека. Все это сотрудники оккупационной администрации, которые пошли служить захватчикам. Эту цифру опубликовали, между прочим, сами же российские СМИ. Это никакие не выдумки злых языков. Хотя гордиться здесь, как видим, нечем. Если бы российские паспорта раздавали в каком-нибудь Кабуле, то там наверняка было бы и то больше желающих получить этот документ. Ожидал, что россияне смогут найти хотя бы несколько сотен людей, чтобы создать из них очередь для картинки, но не смогли даже и этого. Поэтому все, что им оставалось, это демонстрировать жалкую кучку предателей и выдавать ее за доказательство всеобщей любви херсонцев к России. Кстати говоря, естественно, в первых рядах получателей российских паспортов оказался глава оккупационной администрации Херсона, местный политик Владимир Сальдо. Я, Сальдо Владимир Васильевич, добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь. Я всегда думал о том, что мы одна страна, что мы один народ. И что вот эти вот события, которые происходили в последние десятилетия, искусственно придуманные для того, чтобы рассорить нас. Для нас это новая история, для нас это новая жизнь даже. Для каждого херсонца это новая жизнь. Правда, еще совсем недавно Сальдо был пламенным патриотом Украины и говорил совершенно противоположные вещи. І всі українці хочуть жити в незалежній державі, в єдиній державі, не розділеної на південь, схід, захід, центр. Тобто Україна – це єдина держава. І я абсолютно переконаний в тому, що ніяких можливостей, я навпаки буду стояти горою за те, щоб Україна знову стала повністю цілісною, щоб и Крым повернулся, и Донбасс повернулся. Ну, тут ничего удивительного как раз нет. Ведь РФ в Украине всегда только такие и поддерживали. Ну и, соответственно, Россиюшка только на таких всегда и делала ставку, потому что люди с ценностями, убеждениями, не готовые предавать свою собственную страну, с ними просто и не связывались. Ну, а поскольку других нет и есть только такие, и только с такими россияне сейчас сотрудничают, то и результат будет соответствующим. Россия неизбежно проиграет, потому что, во-первых, такие люди, абсолютно гнилые по своей сущности, люди без убеждений, без ценностей, они не способны по определению построить ничего хорошего. Когда ты нанимаешь таких беспринципных коррупционеров, соответственно, они тебе выдадут соответствующий результат. Ну а во-вторых, просто по факту, когда ты борешься за правое дело, правда на твоей стороне, у тебя просто нет нужды покупать вот таких вот иудушек, готовых продать родную мать. В этом случае, если ты борешься за правое дело, за идею, то, соответственно, найдутся идейные люди, которых можно взять, на которых можно сделать ставку. А если идейных нет, если приходится сотрудничать с такими, как Пушилин, или с такими, как вот этот Сальдо, то это означает только одно, что дело неправое. Ну и, соответственно, дело обречено на поражение, рано или поздно. Поделитесь этим видео, друзья, это очень важно. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы эта информация лучше распространялась, видео выходило в топ. Ну и подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что сейчас происходит в Украине.